Встречайте, это наш новый формат, в котором мы будем заливать в эпоксидку интересные, сложные, красивые и не очень предметы. После распиливать их на слои, любуясь процессом, а в конце результатом. Приятного просмотра! Итак, что же это за аппарат? Телефон называется КД-6. Аббревиатура расшифровывается как концентратор директора. Эта штуковина позволяла директору подключаться к 6 внешним телефонным линиям и переключаться между ними. Собственно, для этих целей и сделаны дополнительные кнопки. Выпускали такие аппараты в 60-е годы прошлого века. А это значит, что нашему экземпляру практически 70 лет. Перед тем, как его заливать в смолу, надо хорошенько все вычистить. Иначе после распила в заливке можно будет обнаружить мусор, пыль, тараканов и закладки. После чистки собираем телефон обратно, как ни в чем не бывало. А в самых верхних точках сверлим небольшие отверстия, для того, чтобы смола полностью заполнила корпус. Следующим этапом на лазерном станке нарезаем опалубку. Для того, чтобы это максимально интересно выглядело, мы решили делать такие опалубки из прозрачного материала. Да, это дорого, но зато все будет видно и понятно наглядно. Думаю, оно того стоит. В основу кладем ламинированную фанеру, которую проклеиваем скотчем. Затем собираем поликарбонат и по периметру промазываем его герметиком. Ну и, конечно, в финале пальцуем. После того, как опалубка готова, ставим телефон в этот саркофаг, прихватываем трубку на 2 капельки клея и замешиваем смолу. Тут мы использовали арт-массив от Эко-Ванны. Отличный состав, пользуюсь им уже не 1 год и смело рекомендую. Да, по регламенту этот состав можно заливать толщиной до 6 см, а у нас же заливка более 20 см. Так нельзя делать, если вы не на ютубе и не занимаетесь всякой дичью, наподобие заливки старых телефонов в смолу. Так вот, значит, нам можно. В итоге в эту опалубку мы плюхнули чуть больше 13 кг состава и оставили на неделю. Спустя 7 дней смола высохла и можно снимать опалубку. Как вы поняли, мы нарушили все требования производителя смолы. Но, несмотря на то, что высота заливки была превышена аж в 3 раза, ничего фатального с составом не произошло. Да, смола немного нагрелась и местами образовались группировочки маленьких пузырей. Хотя предварительно состав сам очистился от воздуха, поскольку он очень жидкий и находится в таком состоянии более суток. За это время все, даже самые маленькие пузыри, покидают чад. Изначально этот состав разработан для заливки столешниц и подходит для этих целей просто идеально, поскольку высота заливки столешницы редко превышает 6 см. Да, там тоже большой объем, но этот объем распределен равномерно. За счет этого смола не нагревается и спокойно переживает такие объемные, но невысокие заливки. Мы же пришли к тому, что будем заливать следующие кубы послойно, но об этом в следующих сериях. А еще мы пришли к тому, что пластик хрен оторвешь от заливки. Да, конечно, предварительно мы его смазали разделительным составом, но из-за нагрева и реакции смолы что-то пошло не так. Да и к тому же на этот раз мы использовали поликарбонат, а не оргстекло. Не спрашивайте, почему так и какая тут логика. Логики никакой. За исключением того, что у нас было много остатков поликарбоната. А остатки дорогущего поликарбоната куда дешевле нового листа дешевого оргстекла. Как-то так. В общем, спустя час безуспешных трудов Сани натолкнули нас на мысль. Как известно, лень – двигатель прогресса, а в этом деле мы хороши. И раз уж отдирать опалубку долго и нудно, можно ее срезать быстро и весело. Этим мы и занялись. Так, стоп. Что вы видите? Приятная картинка с правильным светом. Как это было сделано? В первую очередь нам понадобился источник света. Мы сообразили вот такой простенький деревянный каркас, в который вкинули стандартные светильники. Конечно, их мощности нам не хватило. В дальнейшем мы добавили туда еще несколько десятков метров подходящей светодиодной ленты. Выкинули стандартные рассеиватели, подобрали подходящую ткань, но подходящей ткани, конечно, не нашлось. Поэтому мы сложили полуподходящую ткань в 2 слоя и закрепили ее на расстоянии от источника света. Следующим этапом нам надо сделать сотовую решетку на этот огромный светильник. Обычно она делается из текстиля, сшивая ремни вот по такому принципу. Но оказалось, что у нас в мастерской никто особо не дружит со швейной машинкой, да и машинки особо нет. А вот с лазерным станком дела куда проще. Именно поэтому вы видите, как я крашу конструктор из 4-мм фанеры.
Теперь эту штуковину надо где-то подвесить. Для этих целей было арендовано помещение, и мы занялись сборкой. Итак, для чего вообще нужна эта решетка? Соты служат для того, чтобы сузить поток света. Чем шире ячейка, тем больше угол рассеивания можно получить, а чем глубже ячейка, тем пучок света уже. В нашем случае это ячейки 5 на 5 на 5 сантиметров. Конструкция сот достаточно проста, но при этом они выполняют важную функцию – создают направленный световой поток, изменяя степень контраста по всему полю освещения объекта. Если уж совсем простым языком, то из одного яркого источника света, который фигачит во все стороны, мы сделали 1320 отдельных источников, и это действительно работает. Свет попадает туда, куда нужно, выделяя таким образом непосредственно объект съемки. Все остальное, если не подсветить, остается в тени. Так вот, для того, чтобы все остальное не подсвечивалось, нам надо отгородиться от внешнего мира. Пока что решили не строить капитальные стены, а просто обойтись шторами. Натянули трос и в пару слоев повесили самый дешевый черный материал. Теперь вы знаете немного больше. В первую очередь решили отрезать поликарбонат, который намертво прилип к смоле. Легкий взмах ленточной пилы, пару минут, и лень все-таки победила. После чего мы посмотрели на спил, поняли свои ошибки, заменили, подтянули полотно, и дело пошло. В итоге решили резать телефон на блины по 5 сантиметров. У многих к этому моменту возник законный вопрос: зачем вообще все это нужно? И я уже вижу, как летят комменты, что нам нечем заняться. Во-первых, основная наша работа так это снимать контент, преимущественно развлекательный. Мне очень интересен этот формат, и в идеале, когда накопится приличная коллекция таких распиленных экспонатов, я планирую организовывать выставки. Не знаю, насколько это будет актуально, но тут я руководствуюсь только тем, что я лично с удовольствием бы сходил на такую экспозицию, если все будет грамотно организовано. К слову, этим мы и займемся немного позже. На данный момент мы плотно снимаем этот формат, и вот небольшой спойлер. Он здоровый пипец. Непонятно, они живут они там или нет. Так это шершни или осы? Но обо всем этом в следующих сериях. А пока рез за резом мы получаем вот такие киберстейки. Спустя час распила, если выстроить их в ряд, имеем вот такую картинку. Кстати, тоже как вариант выставочного образца, но я решил расположить их получше, покрасивее. Вернее, я так думал. А раз я так думал, мы начали готовить эти блины к следующей заливке. После ленточки остается небольшой след. Его мы слегка убираем болгаркой с абразивным кругом, проще говоря, наждачкой на липучке. Пока Саня занимается шлифовкой, он же в другой мастерской занимается новой опалубкой. Ну да, не состыковочка, просто по-другому не придумал, как это озвучить. На этот раз взяли оргстекло, вырезанное по такому же принципу, как и в прошлый раз. Сложили несложный конструктор и при помощи двухкомпонентного эпоксидного клея промазываем стыки. По сути, это та же эпоксидка, но с доработанным составом. В итоге она густая и застывает, то есть полимеризуется за 10 минут, что очень удобно для таких операций. Следующая ступень защиты – это силиконовый герметик для пущей безопасности. Наносим его на застывший клей и пальцуем по кругу, вернее по прямоугольнику со всех сторон. К тому моменту, как герметик схватился, Саня закончил шлифовку, и он же может расставлять блины в опалубке. Все это делается четко на одинаковом расстоянии друг от друга, по крайней мере, Саша нас в этом уверял. Ну и наконец финальная заливка, все тем же составом, арт-массив. Именно теперь стало понятно... Давай по новой, Миша, все хуйня. Да, не могу сказать, что мы сильно расстроились, так как изначально не рассчитывали на идеальный результат с первого раза. Собственно, для этого и делаются пилотные выпуски. А также именно по этой причине было куплено 2 таких телефона. Итак, смола полимеризуется 7 дней, а это значит, что у нас есть 6 дней для того, чтобы отдохнуть. И в срочном порядке за 7-й день намутить постамент. Как-то так это работает у нас в мастерской. В основе будет лежать фанера.
Сперва распускаем лист на 4 одинаковые прямоугольника 120 на 40 см. Стыковываться они будут под углом 45 градусов. В итоге должно получиться что-то вроде колонны, для того чтобы сам распил был на уровне глаз и его было удобно рассматривать. Декорить постамент решили с отсылкой на залитый предмет, в данном случае телефон. На это ушло пару дней изучения истории и работы дизайнера. В итоге, спустя 10 часов гравировки, имеем вот такие панели. Тут есть и фото разработчика, оригинальные схемы и история производства. Осталось все это дело покрасить и собрать, собственно, чем мы и заняты. В итоге каждый блин слегка виден в заливке, как отдельный элемент. Следы от ленточки также слегка видны, и за них цепляются мелкие пузыри. Мы на все это посмотрели и пришли к выводу, что каждый блин должен быть отдельно стоящим элементом, а все заливки будут делаться через вакуумную камеру, чтобы наверняка получить идеальный экземпляр, который будет достоин кататься по выставкам. Но пока имеем то, что имеем. В следующей серии по распилу мы покажем вам переделанный, уже надеюсь, идеальный вариант. Но для того, чтобы ее не пропустить, вы знаете, что надо делать. Для тех, кто не в курсе, напомню, что у нас есть официальный телеграм-канал, который мы активно ведем. Там мы публикуем реально интересный и уникальный контент, прямо из мастерской. Так вот, на этот раз я запустил голосование, и исходя из итогов, станет понятно, что в следующей серии мы пустим в распил. То есть вы реально выберете, о чем будет следующая серия. Так что go в телегу голосовать, ссылка будет там, где обычно. Не секрет, что YouTube переживает не самые лучшие времена. Поэтому сейчас особенно важна ваша поддержка. Только с вашей помощью мы сможем дальше существовать и запускать вот такие проекты. Самый лучший способ помочь каналу, так это поделиться этим роликом где угодно, в любой соцсети. Спасибо и добра от топора.